Металлоискатель MineLab GPX 6000. Это профессиональный металлоискатель для поиска золотых самородков. Очень легкий и компактный, имеет простой и понятный интерфейс. Работает на технологии GeoSense P, которая подавляет нежелательные сигналы от грунта для сверхбыстрого обнаружения даже мельчайших фрагментов золота. Благодаря этой технологии прибор одинаково хорошо видит крупные и мелкие цели на любых типах почв. Комплектуется двумя водонепроницаемыми катушками, 11-дюймовой монокатушкой для поиска самых мелких самородков золота и 14-дюймовой Double D катушкой для работы на сложных грунтах. Также в комплекте есть новые беспроводные Bluetooth наушники ML100, которые также можно использовать и с проводом. GPX 6000 работает на быстросъемном литий-ионном аккумуляторе на 5833 мАч. Время работы от одного аккумулятора 8 часов. Аккумулятор заряжается от сети через специальное зарядное устройство, которое идет в комплекте с несколькими типами вилок, или от автомобильного аккумулятора через зажимы крокодилы. Блок управления GPX 6000 влагозащищенный, вы можете работать с ним в любую непогоду, но погружать его под воду нельзя. Погружать под воду на глубину до 1 метра можно только катушки металлоискателя. Рассмотрим элементы управления и дисплей. На лицевой панели находится кнопка включения и выключения, кнопка выбора типа грунта, кнопки регулировки чувствительности, кнопка отстройки от электропомех и дисплей. Слева на блоке управления находятся кнопки включения Bluetooth для подключения беспроводных наушников и кнопка подсветки дисплея. Справа на блоке находятся клавиши регулировки громкости. На тыльной стороне блока управления под указательным пальцем находится кнопка ручного баланса грунта для быстрой отстройки. На дисплее по центру мы видим выбранный тип грунта – простой или сложный. Выше полукругом установленный уровень чувствительности, всего 12 уровней. С 1 по 10 настраиваются вручную, уровень 11 автоматический, 12 автоматический плюс. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Используйте 11 автоматический уровень чувствительности, если вы не очень опытный пользователь. Звуковой отклик в этом режиме становится более коротким и понятным. 12 уровень — это автоплюс. Рекомендуется использовать его в местах, где нет электропомех и помех от грунта. Звук от целей становится более растянутым. Важно помнить, что при установке чувствительности авто и автоплюс по умолчанию пороговый тон отключен. Его можно включить принудительно. Пороговый тон — это непрерывный фоновый звук детектора, который помогает услышать отклик от самых мелких и глубоких целей. Для включения и отключения порогового тона нажмите и удерживайте 2,5 секунды кнопку выбора типа грунта. MineLab GPX 6000 не имеет дискриминации. Всю информацию о цели вам необходимо воспринимать по звуковому отклику. В левом верхнем углу дисплея находится индикатор уровня заряда батареи. Ниже индикатор Bluetooth. Еще ниже при подключении Double D катушки отображается выбранный режим работы. Для переключения режимов катушки Double D нажмите и удерживайте кнопку отстройки от электропомех в течение 2,5 секунд. Подавление электромагнитных помех. Этот режим подойдет для работы в грозу, рядом с другим прибором или с другим источником электромагнитного поля. Второй режим предназначен для работы на сложных грунтах. Ниже на дисплее расположен индикатор подсветки дисплея. В правом верхнем углу уровень громкости, ниже при неисправностях появляется значок системной ошибки. Еще ниже иконка подключения проводных наушников. В правом нижнем углу находится иконка отстройки от электропомех. Настройка на грунт. По умолчанию GPX 6000 автоматически отстраивается от грунта и сам адаптируется под изменение состава почвы. Для начала работы вам необходимо найти чистое место без металлического мусора. Включить металлоискатель, держа катушку над землей на расстоянии 10 см и покачивать катушку над землей на расстоянии 10-15 см. Так вы выполняете настройку на грунт. Для наибольшей эффективности отстройки от грунта, максимальной чувствительности и более стабильной работы металлодетектора рекомендуем откачивать грунт каждые 10-15 минут поиска. Принудительно в сложных условиях вы можете выполнить отстройку вручную. Для этого нажмите и удерживайте кнопку ручного баланса грунта под указательным пальцем и отпускайте и поднимайте катушку над землей на расстоянии 10-15 см. Как только помехи от грунта значительно исчезнут, проведите катушкой из стороны в сторону. Это позволит дополнительно избавиться от самых незначительных помех от грунта. После того, как помехи от грунта пропали, отпустите кнопку и продолжайте поиски. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе зажмите и удерживайте кнопку включения
подключения металлоискателя в течение 7 секунд. На экране появятся буквы FP. Настройки сброшены до заводских. Подключение беспроводных наушников. Включите наушники и убедитесь, что они находятся не менее чем в 1 метре от металлоискателя. Нажмите и удерживайте в течение 7 секунд кнопку включения, и вы услышите 2 звуковых сигнала, а светодиод на наушниках начнет мигать синим и красным. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2,5 секунд на блоке управления GPX 6000, пока значок на экране не начнет быстро мигать. После подключения наушников на экране металлоискателя появится значок Bluetooth и наушников. Наушники издадут звуковой сигнал, а светодиод будет мигать синим каждые 3 секунды. Сброс параметров наушников ML100. Нажмите и удерживайте более 10 секунд кнопку включения. Все предыдущие настройки подключения будут удалены. Быстрый старт. Включите металлоискатель, подождите, пока он отстроится от электропомех, установите 11 уровень чувствительности, выберите тип грунта в зависимости от условий поиска, простой или сложный, найдите чистое место и выполните отстройку от грунта и отправляйтесь на поиски. Minelab GPX 6000 невероятно мощный, легкий и компактный металлоискатель с очень простым интерфейсом для поиска самых мелких золотых самородков.